И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Мы уже приехали домой, в Селивке. С дочкой вышли гулять на улицу. На улице такая жара, что мы один раз уже сходили прогуляться до кафешки, покушали мороженое и обратно пришли домой, сейчас переоделись. На улице показывает 25 градусов. В общем, из холода приехали обратно в жару. И мне нравится. Короче, смотрите, вот так вот шортики одела. Можно спокойно сидеть, загорать. Хочется поехать быстрее уже на море, полежать немножко, позагорать. Пока солнце не такое активное. Я смотрю по погоде, вообще впереди показывает, что немножко будет попрохладнее. Пусть лучше будет попрохладнее, пока что можно позагорать вот в такую погоду, пока не сильно жарко. Да, конечно, искупаться не получится. Искупаться еще пока рано. Ну, для меня лично, да, у меня муж открыл купальный сезон уже в марте, так что, в принципе, кому как, да. Но я очень хочу загорать, именно ходить вот в этот сезон, до лета успеть позагорать. А летом так и так загорается здесь, куда ни выйди, заходишь вся красная, с загаром уже. Так что вот гуляем, сегодня еще пятница, хотим сходить на рынок. В общем, оставила ребенка сейчас на рисование и пошла снимать денежку. Думаю, немножко прогуляться с вами по набережной. Потом нужно кое-что купить. В магазин вас с собой возьму. Так, мне нужен Вакифбанк. Только что сняла деньги. Точнее, я их, хотела снять. Забыла, ушла. Прихожу обратно, деньги стоят. Забрала деньги. В общем, вот так вот бывает иногда. Давайте переверну камеру, все-таки немножко расскажу вам о своей жизни и вообще обо всем, потому что давно мы с вами не разговаривали на эту тему. Пройдемся по набережной. Вот, в последний раз видео было с Коньи, как мы приехали домой. Вот, и хочу немножко подытожить наш отпуск. Я бы сказала, мини-отпуск на 2 дня, суббота-воскресенье. Сегодня, кстати, уже суббота. Сейчас пройду вот по этому мосту и, наверное, на той стороне погуляю. Там меньше солнца, больше растений, растительности и меньше людей. Здесь, кстати, у реки тоже очень много птиц. О, мост шатается и прям тяжело снимать. Вон они, сейчас поближе покажу. Короче, все люди мы идем, шатаемся, прям смешно. Мост необычно как-то шатается в этот раз справа налево, и поэтому походка такая интересная у всех получается. Так, вот и птички. Здесь уж гуси и утки в основном. Сегодня снова 25 градусов, и, ой, прям шатает. На улице жарко, прям хорошо, и почему бы мне не прогуляться с вами одной. Короче, у нас же двойняшки, да. Ну а кто на канале впервые? Мы живем в Турции, в Селивке. Недавно съездили в город Кони. Очень крутой город, всем советую. Мы живем здесь с 3 детьми. Старшему 16, 17 уже будет. Он в 10 классе в русской школе здесь живет, да. Даже очень, кто часто меня смотрит, многие переспрашивают, ну мы лично общаемся, а где же вы вообще, на каком основании здесь живете? Где же учится ваш сын? И вот это все постоянно переспрашивают, поэтому повторяю. Мы на основании рабочей визы здесь проживаем. У меня муж работает на КУЮ, я работаю удаленно. По поводу удаленки можете проходить по ссылке, я там рассказываю. Вот, в описании, в комментариях закрепляю. В общем, сын старший учится в русской школе, потому что здесь работникам АКУЮ предоставляется обучение бесплатное. Также предоставляется аренда жилья. Вот, ну, часть сами, конечно, оплачиваем. Короче, что хочу сказать. То, что у нас двойняшки. Один ребенок у нас иногда хочет на рисование, второй не хочет, поэтому муж остался с Алмазом, с сыном. А я с Азалией поехала на рисование и решила ее там оставить, а с вами прогуляться, наконец-то, в одиночестве, то есть без вот этого шума, гамма, когда дети орут, муж что-то там постоянно говорит уже: все, давай, выключай камеру. Короче, гуляем.
Было бы еще неплохо, конечно, где-нибудь присесть, чай попить. Очень хочется. Возможно, дойду до кафешку через дорогу и там попью чай. Хотя у меня вообще велосипед остался там. Ну, ради вас я хочу прогуляться по этой красоте. Вот, здесь, кстати, вот кафешка есть такая, как бы тоже прикольная. Но мне в кафешке сидеть не хочется, там не особо поговорить. Ну, люди как бы отдыхают, что я буду их смущать с камерой своей. Поэтому... В общем, у меня появилась подписчица с Кони. Я очень сильно рада. Вам большой привет. Вот. Она написала, что вот мы где были в парке динозавров, да, там есть представлены миниатюры. И она написала, что это из разных стран. Все это правда. То есть все это действительно существует, есть. И это достопримечательности из разных стран, в том числе из Турции. То есть вот посмотрите, кто не смотрел этот выпуск, там такие красивые миниатюры представлены в виде мечети, там вот это вот искусственное все. Еще это все на открытом воздухе, это очень сильно красиво. И вот у меня сегодня вышел ролик на канале по поводу второй части из Коньи. Мы были на высотке в кафе обалденном, где еще вот это вот пол крутится, и за 24 часа, ой, за 2 часа точнее, он делает полный поворот. Там сидишь на 42-м этаже, и у вас прям панорама такая открывается на весь город, и сидишь и крутишься при этом, и кушаешь при этом. Короче, очень классно. Вот она как раз мне советовала в первой части, пока еще вторая часть ролика не вышла, туда сходить. Так вот, мы сходили. Спасибо за совет. Вот. Очень было приятно познакомиться. Вы уже там живете, если я не ошибаюсь, 4 года вы писали. Вот, Кони действительно очень красивый город. Но я люблю очень сильно море. И для тех, кому море особо не важно, да, можно, конечно же, там жить, потому что там очень красиво. Там нет вот таких вот всяких потрепанных мест, ну, как сказать, потрепанных домов. Здесь, конечно, ну, в общем, в Мерсине часто можно встретить такие всякие потрепанные дома. Ну, а там прям все так идеально, так чисто. Я не могу сказать, что здесь грязно, но можно встретить и грязь, и потрепанные какие-то места, и... Но зато здесь море близко. Везде есть свои плюсы, везде свои есть минусы. Поэтому смотрите, какая пальма шикарная. Погода классная. Прям, не знаю, вот грех не погулять. Я сегодня еще видела нашу учительницу, воспитательница в бывшем саду, которая работала, турчанка, выложила фотографии, она вообще купается в море. Я говорю, блин, я бы тоже с удовольствием туда поехала. Но, наверное, все-таки не искупалась бы. Хотя в апреле, конечно, мы открываем сезон. Но в конце апреля как раз я всегда открываю. Но что-то пока что я прям вот нету настроя такого прям искупаться. Но позагорать и сходить на пляж я прям с удовольствием. Единственное, немножко у меня... После дороги у мужа кашель, сопли проявились. Ну, когда мы вот наверху сидели в этом кафе, его продуло, поэтому мы немножко решили переждать. Мы как бы всегда друг друга поддерживаем, а по отдельности особо не ходим никуда, да, не уезжаем друг от друга никогда надолго. Поэтому, ну что, я его брошу, что ли, пойду на пляж? Нет, конечно. Поэтому вот... прогуляться решила вместе с вами тут. Так, ну а вот получается у вас, кто здесь живет, наверное, представление уже есть об этих местах. На ту сторону сейчас я прохожу, потому что меня многие смотрят еще и из Селивке, поэтому я так говорю. Вот это вот место очень опасно проходить, поэтому здесь нужно быть всегда внимательной. С той стороны машины едут, с этой стороны уже машины нету, а с этой стороны едут, поэтому здесь нужно всегда очень внимательно проходить дорогу. Пошла. Перехожу на ту сторону, и там есть кафешечка, где можно на улице посидеть, чай попить. И чай, между прочим, там недорогой, но вот, кстати, что касается чая и всего остального, хотела сказать пару слов. Мы ездили с автобусами на экскурсию, да, у нас вот организовывают постоянно туры, вот, и, конечно же, мы присели им на хвост, хотя у нас была своя машина, мы взяли в аренду. Кстати, спрашивали, сколько стоит
Аренда на сутки у нас вышла 2000 лир. И там, если больше 250 километров за сутки, да, еще надо доплачивать. Вот. Ну и, конечно же, бензин с кармана. В общем, как я и говорила, 18 тысяч лир у нас примерно ушло на все про все вместе. Там с ужинами, с обедами, с отелем. В отеле был только завтрак. Вот. И к чему я это говорю? Короче, мы там заметили разницу в ценах. Здесь все-таки цены не такие, как там. Здесь дороже намного. Но мы этот момент как бы связали с тем, что здесь очень много русскоговорящих, здесь они работают, и поэтому здесь цены дороже всегда. Вот. Мы даже вот когда ехали туда, в Муте, останавливались, чай пили, 7 лир всего лишь стоит. Вот сейчас узнаем, сколько здесь стоит чай. Вот такая вот кафешечка. Можно на улице посидеть. Здесь, конечно, уже народ. Вот. Не знаю, где присесть. Короче, я так понимаю, здесь внутри жарко, на улице везде все занято. А здесь вот внутрь заходить мне не хочется. Похоже, я здесь чай не попью. Туалет 5 лир написано. Да, здесь вот так вот. Но здесь жарковато. Зато есть мороженое. Не знаю, где присесть. Мужик уходить собирается, что ли? Нет, не хочет. Блин. Короче, мужчины освободили место. Сейчас присяду. Здесь вот очень жарко. Вот. Так, когда с камерой ходишь, ну, так смотрят все. Поэтому не очень удобно в кафешках снимать. И все смотрят. Все любопытные. Вот. О чем хотела сказать. Очень сильно хочется чай попить. Я из дома выбежала, потому что готовила кушать. И время уже поджимало на рисование. Поэтому даже чай не успела попить. Сейчас буду наслаждаться. Принесли мне чай. Вот так вот выглядит эта кафешечка. Вот там вот еще есть места. Там прям с видом на речку. Вот. Здесь я уже чай пила как-то. Здесь очень такой крепкий, прям турецкий чай. Здесь в Турции по-разному делают чай. Где-то прям такой густой-густой, вот такой крепкий делают, а где-то такой слабенький-слабенький. Прям даже вот пить не хочется. Как будто жалеют заварки. Вот. Ну и я так понимаю, здесь было 10 лир чая. Сейчас, наверное, может и 10, может 15, попозже скажу. Вот, здесь чай вкусный. Ну что, пошла я дальше. 10 лир стоит чай, поверьте, это дешево очень сильно. Здесь вот в Селивке обычно 25-50 даже есть где-то, поэтому... Ой, как вкусно пахнет. Откуда так вкусно пахнет, так и не поняла. Я думаю, наверное, уже и сейчас в некоторых странах тоже потепление. Где-то уже, наверное, около 20 градусов должно быть. В России тоже. Напишите, сколько градусов у вас сейчас. Уже обратно иду, вновь возвращаюсь. Смотрите, посуда лежит грязная. Вот дома, смотрите. Вот такие дома можно здесь встретить. Там особо таких домов я не видела. И это, кстати, чаще всего можно увидеть. Там, если даже и можно встретить, это как бы, ну, малость, мне кажется. Хотя, ну, это вот центр города, вот представьте, да? Например, в Кони, в центре города, такого я не видела. Если только мы не ходили по самому там, я не знаю, месту, где все очень красиво. Вот. Ну, наверное, буду завершать эту тему по поводу Кони, да, и хочу еще рассказать очень такой приятный момент в своей работе, да, я всегда делюсь этим. Я, короче, почти 3 дня мы уж гуляли, вообще практически не работала. Значит, приехала домой в воскресенье. И вечером в воскресенье, уже ближе к ночи, открываю свое приложение, а там денежка пришла. 3500. Ну, здесь вот в Атоме, где я работаю, за шаг получаешь 3500. Помимо этого еще зарплата приходит. И вот, знаете, вот сама ничего не делая,
так было приятно увидеть вот то, что у меня поступил платеж. И сейчас вот сегодня опять снова как бы должна прийти 3500 выплата. Как только в кабинете в Атоме у меня появляется мой платеж, тут же он сразу падает, капает на кошелек в Тинькофф. То есть не в кошелек, а на карту. На любую карту могут приходить деньги. Да? Повторяюсь, что этот бизнес полностью официальный. Кстати, у меня появился партнер сейчас и в Турции, в Измире. Она скоро тоже начнет зарабатывать, потому что очень активно сейчас работает, очень активно включилась, все изучает, школу смотрит. Напоминаю, школа у меня бесплатная, я даю школу всем тем, кто хочет это изучить. И также все те, кто у меня получили школу, имеют право ее передать другим. Так вот, самое главное, что хотела сказать. В общем, я-то вывожу деньги через Россию, у нас там самозанятость. Там идет 6% от всего заработка по самозанятости. Ну, кто из России знает. А здесь в России нет, в Турции, здесь нету такого. То есть, если бы я зарегистрировалась бы из Турции, то из всего моего заработка 20% забирали бы. И причем здесь не надо открывать ни ИП, ничего. Ну, вообще в Атоме и в России не надо открывать ИП. Вот. Получается, компания сама платит за вас. То есть, получается, что вы как на удаленке работаете. То есть, вот люди же работают на удаленке по самозанятости, вот, например, из России. Или здесь вот тоже не надо ничего открывать, получается, 20% просто будет вычисляться, забираться из вашей зарплаты, то есть на налог. Вот. Ну, вот такие вот правила, да, конечно, в Турции обидно, побольше процентов забирают, а в России всего лишь 6%. Самое главное, что это все официально, и здесь, получается, не надо что-то ходить куда-то в налоговую, что-то открывать. Вот. Это все можно сделать удаленно, через мой налог. Вот я делала все это удаленно, да, находясь в Турции. И это очень-очень круто, очень классно. И вот такая возможность, да, сидя дома, путешествуя, да, я об этом рассказываю постоянно. Я вот таким вот образом могу зарабатывать. И в том числе вас обучать этому. Для кого-то уже прям лето-лето. Платье. Гуляют в кроссовочках. Я в брючках, в футболке. Я пока не могу себе позволить такой роскоши. Ну и тем более я на велосипеде. Так и не поняла, это были русские или турчанки. Ну и ладно. Ну, очень жарко, прям очень жарко. Прям вот, не знаю, ощущение, что все 30. Все люди гуляют. Сейчас сделаю кружочек для вас, посмотрите. Прям классно. Выходные. Вот. Ну, а я поеду сейчас по магазинам. Сделали кружок с вами вместе. Вот здесь очень много кофеин. Вот по этой набережной, если гулять, вдоль реки Гёксу. Короче, поехали по магазинам. Мне надо купить мясо. Ну и все остальное. В общем, потом я уже за ребенком и домой. Давайте покажу по ценам. Так, арбузы. Непонятно цена какая. А, нет, вот 65. Я на рынке вчера брала за 50. Да, я вчера, кстати, апельсины еще купила за 25 за килограмм для сока. А здесь вот я вижу мандарины 60, авокадо 350, киви 165. Вот, знаете, что мне нужно? Я, короче, хочу сельдерей. И подскажите, кто вот в курсе, не в курсе, почему здесь нету нормальной стебли сельдерея. Почему? Мы хотели сделать напиток такой. И не только. Я, кстати, часто путала сельдерей с луком вот этим вот пареем. Ну, издали мне казалось, что это сельдерей продается. У нас обычно вот так вот стебли продают в холодильнике. А здесь нету.
Бибер 65 лир. Зеленый тоже 65 здесь. Вот. Кабачки 40. Такие 50, то есть баклажан точнее 40, а такие кабачки 50. Смотрите, а вот он, сельдерей. Только корень продается. Почему нету стеблей, подскажите? И стоит он 50. Короче, узнала, уточнила, поговорила, сказали, что здесь не привозят сюда. Если типа привозят, то его никто не покупает, и его приходится выбрасывать. Вот. И мужчина тут же сразу рядом, который стоял, говорит, это, говорит, есть в Мигросе, поэтому, наверное, туда придется поехать. Мясо, кстати, покупаю я вот здесь вот. Акдениз Кашап написано. Кстати, да, вот у меня был один подписчик, который высмеял, как я в прошлый раз сказала Акдениз Кебаб. Я просто, короче, когда монтировала это, заметила, ну, нечаянно сказала. В общем, перепутала слова. Я его оставила, этот момент, специально, думаю, кто же мне напишет? Может, кто-то напишет, все-таки кто-то заметит. И написал один человек, который больше всего любит такие моменты, наверное, в видеороликах и чисто ради этого смотрит ролики. В общем, здесь вот дана кима стоит 450 лир. Это я вам уже рассказывала, где находится. Это вот 101 Бим, вот по улице Сарджалар. И в той стороне Каррефур остается, вот недалеко, после вот этого красного вот дома. И вот здесь вот это вот мясо продают. Сейчас зайду, хочу свежее купить мясо. Прям свежак-свежак. А свежак стоит 750 лир вроде. Сейчас спрошу. В общем, купила мясо, стоит сейчас 700 лир. Вот такие цены нынче. Взяла вот 2 пакетика. Не знаю, сколько здесь по килограммам. Наверное, где-то, ну вот на 1067 килограмм с чем-то, в общем. Вот такая цена. Так, и покупаю оливковое масло, литр. Вот тоже один вопрос у меня здесь возникает. Вот здесь написано Казартма Веферн Кляречен. Еще здесь вот есть Том Соралареч. Ну, наверное, для жарки вот этот лучше взять. Казартма, я так понимаю. А здесь уже натуральная сазма, то есть это, наверное, уже идет для отжима, то есть холодного отжима. Вот, цены здесь наверху, кстати. Вот. Сейчас только заезжала в Каррефур, там 200 с чем-то, но там салатового цвета, такой ярко-салатовый, а здесь немножко такого темного цвета. Вот в чем отличие салатового и вот такого масла? Здесь стоит 185 лир или 195. Камиле, так, Ривьера, да, 185 лир. А натурал сазма 195. Ну, я так понимаю, это для салатов. А вот я спрашиваю именно вот это и салатовый. Разница в чем? Форен Емекляричен написано. Заехали сейчас с сыном в Каррефур, и что-то раньше я так никогда не делала. Здесь, оказывается, и курочку тоже разрезают. И спрашивают, типа для духовки или для мангала. Я сказала для духовки. Вот интересно, как ее порежут. Вот так вот разрезают. Даже убирают лишнее, как хорошо. Удивительно. Раньше я этим не пользовалась. Вот такой вот сервис. Да? Ага. Получилось на 130 Попробуй тут молоко. лир. Ничего, так хорошо прям. Целая курица. Еще и курица хорошая, я так посмотрела. Да. И, друзья, я уже дома. Буду завершать этот ролик. Всем желаю счастья, здоровья. Берегите друг друга, не болейте. Всем мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.